Колей мы поженились на первом курсе института. Мы очень любили друг друга и поспешили с женитьбой, потому что я забеременела. Первое время нам приходилось несладко. Но мы все жизненные трудности принимали с оптимизмом, ведь понимали, что это временные проблемы, и рано или поздно мы станем на ноги. Самым главным было то, что мы любили друг друга, уважали и берегли. Мы были молоды, здоровы, полны силы и энтузиазма. У нас росла прелестная дочь, и большего счастья нам не нужно было. Прошли годы. Верочка наша выросла и, выйдя замуж, уехала с мужем за границу. Мы с Колей остались одни и думали о втором ребенке, ведь нам было всего по 39 лет. Вскоре Николаю предложили хорошую работу. Зарплата была хорошая, и предстояли частые командировки. Я почти не видела своего мужа, он все время был в разъездах. А я скучала дома в одиночестве. Работала я на скорой, и чтобы проводить меньше времени в пустом доме, взяла себе дополнительное дежурство. Однажды, как обычно, поступил вызов у 5-летнего ребенка, была очень высокая температура, которую ничем нельзя было сбить. Нам открыла дверь миловидная женщина и провела в комнату к больному ребенку. Я попросила принести чайную ложку, чтобы посмотреть мальчику горло. «Дорогой, принеси доктору маленькую ложечку», — крикнула женщина. Через 2 минуты распахнулась дверь, и в комнату вошел мой Коля. Я чуть не лишилась чувств от увиденного. Николай был в домашней одежде и тапочках. За ним следом забежала девочка лет 7 папуля: «Пойдем складывать кубики. К Денису нельзя заходить, он болеет». Девочка схватила моего мужа за футболку и стала тянуть за собой. Николай увидел меня и побледнел. Он положил злосчастную ложку и вышел из комнаты. Мне пришлось взять себя в руки и приложить немало усилий, чтобы продолжить осмотр. Назначив ребенку лечение, я поехала работать дальше. На душе было очень странное чувство. Складывалось впечатление, что внутри меня что-то оборвалось. Я не плакала, просто не могла принять то, что увидела час назад. Николай всю жизнь на руках носил меня, сдувал пылинки. За 20 лет совместной жизни я никогда не усомнилась в его любви и верности. Я не понимала одного: как можно быть таким двуличным, приходить домой от другой женщины и говорить, что любит меня больше жизни. Только закончив дежурство, я пришла домой и дала волю слезам. Весь день я проплакала, мне было очень обидно. Ведь человек, которого я всю жизнь любила, предал меня, нанес удар в спину подло и втихаря. Он приходил домой для отчета, а оказывается, у него была другая семья. Семья моего мужа звучит смешно. Но мне было не до смеха. Вскоре раздался телефонный звонок, это звонила наша дочь Верочка. Я старалась спокойно с ней разговаривать, но это мне давалось с трудом. «Мама, что у вас стряслось?» — спросила меня дочь. «Верочка, у нас все хорошо», — произнесла я. «Мамуля, не ври мне. Я же чувствую, что что-то произошло, и теперь буду нервничать». Не выдержав, я расплакалась и все рассказала дочке. «Мама, слушай меня внимательно. Увольняйся с работы и приезжай ко мне, тебя ждет внучка и я. Ты нам нужна. Пожалуйста, приезжай», — просила меня дочь. «Хорошо, Верочка, я улажу здесь свои дела и сразу к вам», — пообещала я дочери. В этот момент в дверь позвонили. Я открыла и увидела на пороге Николая. Он стоял с опущенной головой, боясь посмотреть мне в глаза. «Прости меня, дорогая, я очень виноват перед тобой. Я больше не переступлю порог того дома». «Обещаю», — произнес Коля. «Коля, скажи мне только одно: это твои дети». Муж опустил голову и кивнул утвердительно. «И ты сейчас готов предать своих детей, как предал меня? Что же ты за человек такой? Неужели я столько лет в тебе ошибалась?» — спросила я мужа. Коля молчал. Ему нечего было ответить мне. «Я уезжаю жить к Верочке, а ты забирай свои вещи и уходи к детям. Ты им намного нужнее, чем мне», — сказала я мужу и достала чемодан из шкафа. Николай собрал вещи и подошел к двери. «Ты когда-нибудь сможешь меня простить?»
Спросил меня Коля. Нет. Есть такие вещи, которые прощать нельзя. Будь счастлив, Коля, и прощай. На развод подам сама, уверенно произнесла я. Я закрыла дверь за мужем и пошла в комнату. Странно, но на душе мне стало очень легко, как будто спал тяжелый груз. Через месяц я улетела к дочери. Там меня ждали самые родные люди и, возможно, новая жизнь. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.